Всем привет! Мы продолжаем рассматривать старые масштабные копии, снятые с производства. Герой сегодняшнего видеоролика, на мой взгляд, один из самых симпатичных и харизматичных полноприводных грузовиков марки ZIL. Мы посмотрим на сидельный тягач ZIL-157КВ. Эта модель поступила в продажу в декабре 2013 года. И это не первый ZIL-157, который предлагался под маркой Deep Models. Месяцем ранее в продажу поступил классический бортовой грузовой автомобиль в темно-зеленом цвете. И у самого первого бортового грузовика от Deep не было лебедки на переднем бампере. И уже в феврале 2014 года в продажу поступил автомобиль с лебедкой и с установленным тентом, и он был окрашен в другой оттенок темно-зеленого. Все эти грузовики есть в моей коллекции, на них я делал видеообзоры, кому интересно, можете поискать старые видеоролики на моем канале. И помимо классических бортовых грузовиков, Deep предлагал трубовоз на базе ZIL-157, также пару пожарных автоцистерн и была машина для перевозки живой рыбы. Эти грузовики тоже есть в моей коллекции, на них я сделаю видеообзоры чуть позже. Если посмотреть на семейство ZIL-157 у Deep Models, то это вполне хорошие масштабные копии, у них отлично проработана ходовая часть, также вполне верная геометрия кабины. Конечно, есть некоторые недоработки, но они не сильно бросаются в глаза, и в целом, во всяком случае, я узнаю именно тот самый настоящий ZIL-157, глядя на эту модель. Эти грузовики не пользовались большим спросом, возможно, из-за высокой цены, возможно, этому поспособствовал выход костромских аналогов, которые стоили значительно дешевле. И как-то давно делал сравнительный видеообзор, где мы рассматривали аналог от SSM и сравнивали его с продукцией Deep Models. И у костромской модели тоже вполне удачная геометрия кабины, но у того автомобиля пластиковая рама, есть упрощение, например, балансирная тележка — это один узел с рамой, и также у Костромы зачастую пластиковые окрашенные детали отличаются по тону от металлических. Во всяком случае, такой проблемы на многой продукции от Deep Models я не замечал. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот сидельный тягач поближе. Вы в комментариях можете написать, какие грузовики ZIL-157 есть у вас. Возможно, тоже некоторые модели от Deep Models, возможно, костромские варианты в коробочках Автоистория, Start-Skill Models, возможно, вы собрали самостоятельно модель из набора AVD Models. И данная масштабная копия поставляется в классической темно-зеленой коробочке стандартного размера. И в точно такой же упаковке вы можете встретить различные автобусы марки PAS, CAVS, также ГАЗ-53 и ZIL-130. На нижней стороне упаковки различная информация, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть наклейка с артикулом, по которому можно найти грузовик в интернете, и указан прототип. ZIL-157КВ, сидельный тягач, защитный зеленый. И мне эта модель очень нравится. И я считаю, по уровню проработки это один из самых лучших грузовиков у Deep Models. Несмотря на то, что у этих машин не поворачиваются передние колеса, ходовая часть, на мой взгляд, сделана лучше, чем у 130-го семейства, которое вышло чуть позже. Модель поставляется в довольно хорошем дисплей-кейсе. Также есть страховочный блистер, который прижимает модель к подставке, чтобы она не слетела при транспортировке. Есть инструкция по демонтажу автомобиля с подиума, и также в пакетике поставляются зеркала заднего вида, они изначально не установлены. И есть люди, которым не нравится такое решение, и они предпочитают, чтобы зеркала ставили на фабрике, но лично для меня лучше, когда эти детальки находятся в отдельном пакете, потому что свои модели я храню в оригинальной упаковке и постоянно их изымаю из коробочки. И если бы зеркала были установлены, была бы большая вероятность их сломать. А так эти детальки у меня всегда прикреплены, и они не потеряются. Можно посмотреть, как демонтируется модель с подиума. Нужно сначала поднять заднюю часть, и потом вы уже снимаете переднюю часть. И опять же, на последних моделях Deep Models
упростил конструкцию, и теперь их грузовики привинчиваются шурупчиками. И мне больше нравится вариант с защелками, потому что на раме отсутствуют лишние крепления. И это тоже плюс, который улучшает копийность масштабной копии. Вы как раз можете посмотреть на то, как покрашен этот грузовик. Очень симпатичный темно-зеленый цвет, который вполне соответствует окраске настоящего прототипа. Отлично детализирован интерьер. Панель приборов окрашена в цвет кабины грузовика. Также присутствуют дверные карты. Сиденья покрасили коричневым цветом. Также раскрасили потолок изнутри, и присутствует небольшой плафончик освещения. И, кстати, такой мелочевки вы не встретите на костромских изделиях. Также на лобовом стекле изнутри можно рассмотреть небольшие кронштейны для выдвижного переднего стекла. Дворнички из фототравления, они тоже окрашены в цвет кабины грузовика. Отдельные дверные ручки. С водительской стороны установили небольшой огнетушитель, и также на подножку с водительской стороны установили небольшую канистру. Правда, она по дизайну не походит на советские канистры, и скорее всего это небольшая канистра, возможно на 10 литров. Во всяком случае 20-литровые канистры, по-моему, в 43-м масштабе должны быть гораздо больше. С задней стороны установили два запасных колеса. Присутствуют дополнительные ящики. Это, скорее всего, пластиковая деталь. Во всяком случае, на ощупь мне кажется, что это пластик. А вот крылья у этого грузовика сделаны из металла. Два топливных бака. Прекрасная детализация колесных дисков и также отличные покрышки с высокой детализацией боковой части, и эта покрышка по своему дизайну не уступает аналогу от Maestro Models. На задней стороне установили фонарики из прозрачного пластика, регистрационный номерной знак. Рабочее седло, это тоже металлическая деталь. Изнутри на крыльях прицепили лопату и ломик. Тоже довольно интересное решение, которое украшает масштабную копию. И на заднем стекле виднеется сеточка из фототравления. Осветительная техника тоже очень хорошо детализирована, и мне не очень нравятся защиты на фарах, и в этом плане у Костромы лучше получилась защитная сетка. Хотя на некоторых моделях ZIS-151 от Deep Models сеточка сделана из фототравления и выглядит более ажурно. Также можно посмотреть, как реализована катушка. Намотана нитка, но сам трос на катушке это просто имитация. И в этом плане мне больше понравилось решение на костромской модели. Там ниточка намотана на катушку. А здесь только кусочек. Можно посмотреть на передний номерной знак. Это декаль, наклеена не очень аккуратно. Но опять же сейчас можно приобрести наборы из фототравления от студии Микродизайн и, например, наклеить другие регистрационные номерные знаки. Давайте попробуем отсоединить модель от подставки и посмотреть, как у нее детализирована ходовая часть. Окрашена нижняя часть двигателя, выхлопная труба, отлично сделана раздаточная коробка. Также красиво смотрятся крепления под топливные баки. И вы можете посмотреть, как сделана балансирная тележка. Тоже все основные узлы здесь присутствуют. Еще раз повторюсь, мне очень нравится то, что отсутствуют крепления для прикручивания модели к подставке. И ходовая часть здесь выглядит намного копийней, чем у варианта Start-Scale Models. И, кстати, я вам могу показать шасси ZIL-157, которое я сделал из обычного бортового грузового автомобиля. И как раз вы можете посмотреть,
как изготовлена рама под кузовом и под сидельным устройством. Тоже спрятали крепежные элементы, их разместили на перемычках на раме, и у этого варианта также присутствует дополнительный топливный бак. И, кстати, он очень хорошо детализирован, несмотря на то, что этой детали под кузовом не видно. Например, на костромских моделях топливный бак без верхней крышки. Опять же, внимание к мелочам, которые выделяет модели от Deep Models в лучшую сторону. И еще один момент, который мне понравился у грузовиков от Deep, это отсутствие крепежного столбика на задней стенке кабины. Покажу вам кабину от 157-го ЗИЛа из набора AVD Models, и как раз здесь видно, есть крепежный элемент, который очень сильно портит заднюю стенку этого грузовика. Но еще раз повторюсь, у Костромы кабина тоже вполне хорошая по геометрии. Если аккуратно покрасить, собрать модель, то получится тоже вполне копийный вариант. Но еще раз повторюсь, у Костромы намного проще изготовлена ходовая часть. И, конечно, здесь лучше колесные диски и покрышки. Опять же, на костромских моделях колесики сделаны чуть проще. А по цвету этот грузовик точно такой же, как сидельный тягач. И к данному тягачу у Deep предлагался прицеп-ракетовоз, но он не совсем подходил по временному отрезку. На мой взгляд, такой полуприцеп больше подходит под ЗИС-121, и я поэтому не стал покупать его в свою коллекцию. У меня тягач-одиночка, и, возможно, в будущем кто-то выпустит подходящий прицепной состав, тогда уже возьму его в свою коллекцию. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данной масштабной копии. Стоит ли она заявленных денег? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую тут. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.